Друзья мои, доброго времени суток! Вы на канале Твой Мир, с вами Наталья. Милые мои дорогие, я вас благодарю и желаю вам, чтобы вам вернулось 1000 раз больше, чем желаете вы мне. Дорогие, давайте посмотрим расклад на любовь. Уже давно мы не смотрели ни на чувства, ни на мысли, ни на действия. Что там у нашего загаданного человека к нам? Давайте посмотрим. Давайте так, будет, наверное, 3 варианта. Может быть 4, потому что обычно загадываю 3, а хочется 4. Но на сегодня планирую 3 варианта. Да, там каждый выбирайте для себя. Для начала представьте вашего человека. Посмотрите ему в глаза. И давайте посмотрим. Чувства, мысли, действия. Первое, давайте глянем сигнификацию его и вас. Вариант номер 1. Сигнификация вашего загаданного человека и ваша сигнификация на сегодня. Ну, смотрите, первый вариант. Загаданный человек ваш. Человек чувственный, эмоциональный, очень яркий, очень харизматичный, очень такой настойчивый в каких-то моментах. То есть он такой, знаете, душа компании, он такой весь сладкий, он такой вот весь, знаете, ну, располагает к себе, это безусловно. То есть вот без внимания он не оставит никого. То есть это вот такой человек, который дарит кучу эмоций. Но при всем том он, конечно, да, где-то раним внутри, где-то обидчивый, но этого он не показывает. И у него, знаете, как на все вопросы, на все ответы, у него своя правда, и мало он как-то прислушивается к мнению других. Вы, сигнификация на сегодня, вы, знаете, в каком-то моменте даже эгоист такой, вы так все себе, себя вы любите, себя вы уважаете, о себе вы заботитесь, и на сегодня вы собой довольны, как минимум собой, так вы точно довольны на сегодняшний день. Вот такая у вас сигнификация. Давайте смотреть дальше мысли загаданного человека к вам. Можете загадать какой-то свой промежуток времени, вчера, сегодня, завтра, или там на месяц, на 3 месяца вперед, ну до 3 лет. Ну, мысли как-то на 3 года, это больше в перспективу, мысли больше на прошлое можем посмотреть. Что думал, что думает, что будет думать. Вот как-то такой момент. Для себя там обозначьте, да, как вам удобнее. А я буду смотреть просто общей тематикой мысли. Мысли загаданного человека к вам. А вы знаете, как-то в мыслях у него к вам идет такой момент, что он на сегодня сам не знает, что хочет. Его вроде как и все устраивает, да, и вы там прекрасная рядом, и веселая, и задорная, и чувственная, и эмоциональная. И как-то он не понимает, чего же ему не хватает. То есть, знаете, вот такое чувство, как будто в мыслях он все время вас представлял вот такой, да, или таким. Смотрите, если мужчины смотрят, да, на себя, просто информацию применяйте, потому что очень сложно говорить и за мужчин, и за женщин. И здесь вот такой момент, что он думал, что, ну, как бы он всегда себе представлял в мыслях, да, вот такую бы мне женщину, вот такую бы мне девушку. И тут он этот получил подарок, а в итоге он, блин, ну, как-то не то, что-то не то не устраивает, понимаете? Он как будто не этого хотел. Хотя вот по картам я вижу, что вот это были его какие-то задумки, и в мыслях он пока не понимает сам, что хочет, понимаете? У него здесь как-то такой раздрайв в мыслях идет. Давайте посмотрим в чувствах, что у него к вам. А в чувствах еще. Первый вариант. Для вас в чувствах у вашего загаданного человека к вам идет момент, знаете, не хочется говорить, но как-то идет этот момент некого ухода и некого разрыва отношений. То есть человек уже смотрит в какое-то новое начало, в какие-то новые перспективы, и его, знаете, как будто вот это по кругу
вращение уже, ну, не нравится, да, вот он как-то устал от того, что все движется по кругу, и он рассчитывает на то, что все-таки в новых отношениях он получит то, что он хотел. Как-то вот такой момент. Давайте посмотрим действия. Смотрите, в действиях у данного человека к вам в ближайшее время, да, там, я не знаю, какой срок вы загадали, то есть если он вам еще не сказал о том, что будет разрыв отношений, то в ближайшее время, знаете как, он может попытаться вам сказать, но вы как-то можете не услышать этот момент, да, вот именно о разрыве, о уходе. Либо вы можете об этом узнать, но как-то тайно. То есть, понимаете, вот здесь идет как бы туз жезлов, да, эта ситуация вообще как бы она сверху вообще предназначена для вашей пары, да. И здесь вот он вроде бы как и будет говорить, но такое ощущение, как вы то ли будете глухи, слепы, немы в этот момент, да, но это в буквальном смысле не воспринимайте. То есть вы настолько будете чем-то озадачены, что вы можете этого не услышать. А здесь еще возможно такой момент, что он уже, ну, как бы давно от вас скрывает вот этот вот момент разрыва. И вы можете узнать о нем совершенно случайно, там, я не знаю, куда-то влезть и где-то почитать. Давайте вытащим совет для вас. Для вас, знаете, как здесь идет такая карта, что воспринимайте эту ситуацию как ваш жизненный опыт. Ни в коем случае не расстраивайтесь, да, возьмите себя, грубо говоря, вот так вот в охапку, как эти 10 жезлов, и идите вперед, потому что этот человек вам был дан, и на сегодня еще он дан вам для того, чтобы вы поняли свое предназначение в этой жизни. То есть, как бы, ну, воспринимайте его как учителя вашей жизни, который вас чему-то научил. Такой вот первый вариант у меня. Давайте посмотрим второй вариант. Что-то у меня камера отключается на 10. Второй вариант. Будем смотреть. Так. Второй вариант. То же самое. Настраивайтесь, да, в глаза загляните партнеру, представьте его. И мы сейчас сигнификацию посмотрим, потом посмотрим мысли, чувства, действия. Сигнификация вашего партнера на сегодня. И ваша сигнификация. Ой, слушайте, у меня такие сегодня девчонки, если это девчонки, такие самодовольные. Сигнификация вашего партнера на сегодня. Он как-то, знаете, все еще вот в прошлом. Он еще все весь в прошлом. Для кого-то, может быть, это, знаете, как недавно вышел из каких-то отношений, еще не может как-то настроиться на то, что уже все по-новому, уже не надо смотреть так, как было раньше. И он, знаете, такой весь опытный, он такой весь настороже, он боится каких-то там предательств, он боится какого-то обмана. Такой вот, но он идет вперед, тем не менее он как-то не опускает руки, он движется вперед, он движется дальше. И у него, конечно, ну, у него очень большой жизненный опыт. То есть, понимаете, у него какие-то и разочарования были, и какие-то травмы были, да, такого эмоционального характера. И здесь такой человек, скажем так, жизнью убитый. Вы же, напротив, вы такой самодовольный или самодовольная, вы так себя любите, и жизнь прекрасная, и все есть, и мне всего хватает. И такое вот состояние на сегодня. Я царь и господин своей жизни. Так, давайте посмотрим теперь мысли, чувства, действия. Мысли загаданного человека к вам. Мысли. Тоже, да, срок смотрите свой, либо мысли вчера, сегодня, завтра, на месяц, на 2, на 3, наверное, не надо. Посмотрите, ну, смотрите, как удобно. Я смотрю общим форматом мысли, что он думает. В мыслях почему-то он на вас как-то, сейчас посмотрим, обижен, что ли. Угу. А здесь, смотрите, второй вариант. В мыслях ваш загаданный человек по отношению к вам, он, знаете как, у него сердце как будто подразбито, он как будто обижен, как будто у него
знаете, вы ему рану какую-то нанесли. Вот такой вот момент. И рана какая-то, знаете, таким каким-то резко сказанным словом. Что-то вы, либо там его сравнили с кем-то. Но вот почему-то выходит рядом король Пентаклей. Это такой человек состоятельный, да, возможно, либо отец ваш, либо, может быть, какой-то бывший кавалер, который такой более самодостаточный, чем он. И вот, может быть, какое-то такое сравнение было, и вот здесь у него как будто рана на сердце, понимаете, из-за этого случая. Давайте посмотрим, что в чувствах у него к вам. В чувствах, знаете как, в чувствах он чувствует, что он одержал над вами победу, как ни странно. То есть вы для него такой приз заветный, приз такой желанный. При всем том, понимаете, он ценит вашу вот эту вот внутреннюю гармонию, даже не столько гармонию, сколько, я бы сказала, прагматичность, да. То есть он вас за это очень уважает, он вас за это любит, даже за такой момент, что вот, понимаете, вы там лишнего не потратите, да, вот такой вот момент. Вы умеете сберегать, вы умеете работать, вы умеете зарабатывать. То есть для него это очень-очень важный такой момент. И по карте мира, знаете, вот такое ощущение, как будто вам в формате отношений, которые есть сейчас, уже как-то вот тесно, хочется уже что-то поменять. То есть здесь, смотрите, если вы там, может быть, долго встречаетесь, да, такой момент, что уже пора жить вместе. Если только начали встречаться, то хочется какого-то каких-то перемен, да, хочется какого-то нового виточка. Вот здесь по карте мир все-таки перемены идут, и они идут к лучшему. И понимаете, такой момент, что все-таки вы получите желаемое даже в большем объеме, чем хотели. Здесь в действиях мы смотрим, второй вариант, что в действиях загаданного человека к вам. Ну, смотрите, прежде всего он будет себя вести, знаете как, где-то может быть размеренно. Но это о чем? Это не говорит о том, что он к вам безразличен. Здесь он как-то продумывает каждый шаг. При всем том мы видим, что он борется за ваши отношения, да? Он борется за вас, он борется за ваши отношения. Он все-таки хочет, чтобы вы вышли победителями оба в этой ситуации. То есть он хочет дальнейшего развития этих отношений. Но какой-то период времени он будет себя вести, может, как-то отстраненно, может, как-то задумчиво. И то есть вот здесь, чтобы вы не думали, что вы ему не нужны или там безразличны, нет. Здесь он как-то продумывает некие шаги, возможно, какую-то расчищает себе какой-то путь дальнейший. И совет карт для вас. Вы знаете, вам надо побыть наедине с собой и для себя понять вообще суть этой ситуации. Потому что здесь как-то вот все борьба идет мужчины за вас. Вы как-то, у меня такое чувство внутреннее, что вы... Знаете, как один любит, второй позволяет себя любить. Вот здесь вы позволяете себя любить, это мое внутреннее ощущение. Поэтому здесь карта совета вам выпала. Задумайся, да, задумайся, что тебе нужно, да, потому что если ты дашь ложную надежду человеку, ну, тебе потом нести за это ответственность. Вот такой второй вариант, дорогие мои. Давайте посмотрим третий вариант, что у нас будет в третьем варианте. Так, третий вариант. Дорогие, настраивайтесь. Вариант номер 3. Глазки закрыли, представили своего партнера, в глаза ему посмотрели, спросили, что ты ко мне чувствуешь, что ты думаешь и что ты будешь делать. Мы очень хотим это знать. А мы будем настраиваться. Так, третий вариант. Ваша сигнификация, сигнификация вашего партнера. Так, ваша сигнификация. Ваш партнер на сегодня. Но смотрите, первое, что я вам хочу сказать, в ваших отношениях вы рулите всем. Третий вариант, у вас туз пентаклей, у него двойка пентаклей, да, то есть вы для него как великая возможность, вы для него как просто манна небесная. Вот ваша характеристика на сегодня, это, знаете, на вас, ну как вам сказать,
Вы такой человек, который порешает любые вопросы, любые какие-то моменты, да, вы вот все разрулите в одночасье. То есть у вас столько силы на все, что, ну просто я не знаю, вы знаете, хочется сказать, вагон и маленькая тележка, это все о вас. То есть у вас большие перспективы впереди, да, у вас как-то все стабильно, у вас все есть, у вас благополучие, у вас как-то и внутреннее, и внешнее. То есть вы какой-то такой... Хочется сказать, знаете, как выигрышный миллион почему-то. И ваш партнер на сегодня человек в каком-то неопределении, человек какой ищущий баланс, то есть как-то он не знает, куда он хочет, чего он хочет, как-то вот такой вот ни туда, ни сюда на сегодня. Вот такой момент. Давайте посмотрим мысли, чувства, действия. Мысли то же самое, да, настраивайтесь, подумайте вчера, сегодня, завтра. То есть, что думал, что думает, что будет думать. Я смотрю общую характеристику мысли, можете какой-то свой срок поставить. Мысли загаданного человека к вам. Мысли. Знаете, как-то в мыслях у человека к вам идет материальные карты, да, это то, что вот как-то он, ну, обижен, да, в любом случае у него есть какая-то обида, потому что вы чего-то ему не дали, возможно, внимания, возможно, не дали денег, возможно, что-то с ним не поделили, может быть, какую-то информацию. То есть он думает о том, что у вас есть, а вы не делитесь. Вот такая вот у нас тут обижулька в мыслях, и вот у него по этому поводу раненое сердце, и он такой весь расстроенный, и что-то вот его здесь не устраивает этот момент, понимаете? Как будто вот он считает, что вы несправедливо поступили, что вот этот баланс вы все-таки не соблюдаете. Давайте посмотрим, что у него в чувствах к вам. В чувствах к вам у него... Знаете как, у него есть цель быть с вами в чувствах. И он как-то хочет достичь эту цель. Он хочет быть победителем вот в чувствах. Или он в чувствах все-таки у него вот солнечные чувства. У него чувство того, что рядом с вами он победитель. Что вот над ним и солнце так ярко светит. И все у него прекрасно. И он такой беззаботный. Знаете, вот, ну, не зря говорю, что вы там решаете все вопросы, да, вот он себя чувствует комфортно, удобно, очень, очень классно ему рядом с вами. Еще здесь такой момент, что вы, возможно, его даже по карьере где-то продвигаете. Вот тоже такой вариант возможен, и это ему очень нравится. В чувствах у него вот именно момент такого... достижения, но при всем том еще в чувствах он боится брать ответственность, он боится брать ответственность, он боится, что ему придется отвечать. А в действиях что в отношении вас? Ну, смотрите, в действиях в отношении вас, да, в ближайшее какое-то время он вам будет что-то предлагать, как будто вот что-то новое начать. Возможно, там, я не знаю, ну, может, поездку куда-то, может быть, какой-то новый уровень отношений будет предлагать. Он будет за вас бороться. Но пока еще это все будет, знаете, как вот по кругу ходить, как-то с мертвой точки, пока не сдвинется. Пока не сдвинется, потому что карта звезда это все-таки больше монотонности и безрезультатности. Давайте посмотрим для вас совет карт, что вам карты советуют. Карты вам советуют держать вообще чувства под контролем, да, думать с холодной головой, холодным рассудком, то есть взвешивать каждое действие, каждое движение, не пускать на самотек, а как бы, ну, понимать и отдавать отчет, что вы делаете за каждое содеянное, что какой будет далее результат. Вот такой вот вариант получился у нас под номером 3. Сейчас посмотрим, может еще 4-й вытащим.
Давайте, 4-й вариант еще будет. Мысли, чувства, действия. Мысли, чувства, действия. То же самое, да, партнера задумали, в глаза посмотрели, спросили, чего ты думаешь, что ты чувствуешь и что ты будешь делать. Вариант номер 4. Ваша сигнификация, сигнификация вашего партнера. На сегодня ваша сигнификация. Вы в выборе стоите. Вы стоите в выборе, вы выбираете, куда пойти, что пойти, как делать, что сделать. То есть у вас такой момент некой подвешенности на сегодня, да, неопределенности даже. Ну тут, знаете, больше неопределенность, а больше вы выбираете из того, что предложено. Вот такой момент. И ваш задуманный человек на сегодня, человек такой, который бережет стабильность, который не хочет ни с кем делиться, ни, грубо говоря, вашим вниманием, ни своим состоянием, ни такой вот он жадинка такой. Вот он сидит, держит эти пентакли, оберегает все то, что нажито непосильным трудом, и отношения в том числе, и делиться он ни с кем этим не собирается. Давайте посмотрим 4-й вариант: мысли, чувства, действия. В мыслях то же самое, да, вчера, сегодня, завтра, или какой-то свой срок задумайте. Я буду смотреть просто общим форматом мысли. Что в мыслях у загаданного человека к вам? В мыслях. Вы знаете, как-то в мыслях он еще борется, либо борется со своим прошлым, либо борется за то, чтобы одержать победу. Понимаете? Вот как будто у него какой-то вопрос не закрытый в мыслях о вас. То есть с вами какой-то вопрос не закрытый, да, вот он борется с этим, но считает, что он победитель в этом отношении. Ну что-то вот, я не могу сказать, что это тайна какая-то, нет. Это просто какой-то вопрос, который он с вами не закрыл, или, знаете, как-то вот так... Что-то, может быть, сделал, что вам не понравилось, да, и вот он понимает, что этот осадок остался, и вот он сейчас как-то пытается исправить это все, и хочет вот выйти вот этим победителем, и хочет как-то вот, чтобы его оценили, его старания, что он же старается в этом отношении. Давайте посмотрим, что у него в чувствах к вам. В чувствах к вам у него, знаете, есть какое-то новое какое-то начинание в отношении вас. При всем том, он считает, что он вкладывается достаточно в эти отношения. Он считает, что он зарабатывает, да, потому что здесь все-таки карты материальные идут, и нельзя сказать о том, что это прямо про чувства. И вот он какой-то, вот знаете, как будто... Он ценит то, что вообще вот вы рядом с ними. Для кого-то вы, возможно, даже жена. Понимаете, королева жезлов — это все-таки дама такая серьезная. Это жена, мама, да, теща, там, свекровь. И вот как бы если вы жена, то здесь он какое-то новое направление пытается организовать, да, и он, ну, при всем том, он вам объясняет это и рассказывает, и говорит, что это принесет достаточно зарабатывания денег. Но в чувствах к вам у него, ну, комфорт, да, у него комфорт, у него есть какие-то планы относительно вас. Но при всем том, в чувствах он считает, что он много в вас вложил, скажем так. Вы для него дороги. В действиях в ближайшее время.
в действиях в ближайшее время, знаете, идет такая карта. Либо вы очень сильно повздорите, такой, знаете, либо какой-то переломный момент. То есть так, как раньше, в вашей жизни уже не будет. Знаете, вот такой вот момент, когда идет выбор пути. Идет выбор пути. Вы будете думать над тем, что делать дальше. То есть это не говорит о том, что вы конкретно ушли в разрыв. Да, здесь как-то, да, идет такой момент, что некое разочарование чувственности, да, но здесь вам важно соблюдать, ну, в действиях у него, да, на ближайшее будущее, идет момент трансформации серьезных, которые, понимаете, меняют жизнь на до и после. И то есть вот так, как раньше в жизни, уже никогда не будет. Здесь человек может, в принципе, даже серьезно заболеть, понимаете. И вот здесь после всего этого идет некий выбор пути. И здесь карта умеренности говорит о том, что, во-первых, вы под защитой ангелов, да, вот он под защитой ангелов. То есть ему в его действиях, ну, подождите, не могу вот как-то сказать то, что я хочу сказать, как идет информация. Здесь я больше склоняюсь к тому, что человек все-таки заболеет, понимаете, в ближайшее время в действиях, в отношении вас. И вот здесь как-то ангелы ему говорят, что ты не бойся, мы с тобой, мы тебя поддержим, и путь твой дальше мы тебе укажем. Понимаете, вот такой момент. Давайте посмотрим совет для вас, что вам делать. Вам, ну, жить и радоваться, понимаете, у вас как бы все хорошо, у вас все прекрасно, и вам карты говорят о том, что берегите то, что есть рядом с вами. Понимаете, вот здесь, скорее всего, вероятность того, что если человек впадет в какое-то заболевание, то вот здесь вам надо оказать ему какую-то помощь. Угу. Конечно, будет как-то тяжковато, но вы справитесь. Вот такой расклад у меня получился, дорогие мои. А я вас обнимаю. Желаю вам всего доброго, всего светлого, всего самого яркого, прекрасного. Пусть любые отношения, которые мы сегодня просмотрели, милые мои, пусть они вам несут только позитив. Если у кого-то есть какие-то перемены, может, не совсем приятные, не расстраивайтесь, все перемены к лучшему. Это ваш рост. Когда вы начнете ценить каждую свою депрессию, как, знаете, или каждое свое поражение как шаг к успеху, вы будете совершенно по-другому смотреть на жизнь. А я вас обнимаю, дорогие мои. До новых встреч, до новых видео. Ваша Наталья.